Нашу панельную сессию – это внедрение и развитие ядерных технологий в мирных целях в странах ОИС как существенный стимул научно-технического развития. Я хочу представить всех спикеров. У нас присутствует Ильхам Садыков, это директор Института ядерной физики Республики Узбекистан. Это один из старейших, скажем, институтов в этом направлении. И он один, наверное, из тех, кто обладает ценнейшим опытом, о котором как раз нам расскажет наш спикер. Сергей Громов, это генеральный директор Росатом Центральная Азия, Российская Федерация. Тапан Сития Дипура, это руководитель Национального агентства по исследованиям и инновациям. Алексей Ковалишин, это заместитель директора по ядерным технологиям Курчатовского института. Алиакан Чевчи, у нас Ассоциация ядерной промышленности Турции, он будет онлайн. Хеба Алканей, это университет Аль-Асхар, Арабская республика Египет. Сахейр Кара, профессор молекулярной биологии Египетского управления по атомной энергии, это Республика Египет. Наташа Павичевич, это менеджер проекта. Сигма Групп, это поставщик насосного оборудования, ведущий для работы на Аламутской АЭС, это Черногория, правильно? Ну да, вы тогда у нас потом подправите. Поэтому тогда начнем, наверное, с опыта Узбекистана, да, для того, чтобы рассказать, показать, что мы имеем, а дальше мы уже будем обсуждать дальнейшее, скажем, неэнергетическое использование ядерных технологий. Ильхам, мы вам дадим слово, вы тогда начнете. Спасибо. Уважаемая Надира, за вступительное слово, за представление нашего института. Пожалуйста, презентацию явка можно будет, да? Спасибо. У нас с утра мы обсуждаем основной вопрос, да, создания в Узбекистане сооружения атомной электростанции. Появляется много вопросов и в СМИ, различных средствах массовой информации. Есть ли у нас в Узбекистане компетенция, опыт эксплуатации, работы с такими высокотехнологичными оборудованием, такой установкой, как ядерный реактор? И есть ли у нас кадры и такой опыт, компетенции в этой области? Я хочу рассказать об Институте ядерной физики и о нашем опыте в области ядерных технологий, которые мы в Институте ядерной физики проводим. Наш институт был создан в 1956 году. До этого вообще в Узбекистане работы по ядерной физике начались в конце 30-х годов с изучением космических лучей. И в 40-х годах после войны эти исследования продолжались. Здесь сформировалась школа определенная по ядерной физике. И в начале 50-х годов академики Курчатов и Харитон несколько раз посещали Узбекистан и изучали школу ядерной физики в Узбекистане. И они дали подготовили докладную в кабинет министров тогда Советского Союза о том, что в Узбекистане есть такая школа и можно создать такой институт ядерной физики. В 1956 году наш институт был создан. В 50-х годах наша территория института выглядела вот так. Это шла бурная стройка. И в середине вы можете видеть церемонию открытия реактора, который 10 сентября, буквально в этом году мы праздновали 65-летие 1959 года, был запуск нашего атомного реактора, тогда мощностью 2 мегаватта. Вот институт выглядит сегодняшний день. Это территория института, в середине это научно-производственная территория, расположена в 42 гектарах, и вместе с санитарно-защитной зоной более 300 гектаров территории. Это один из крупнейших научных центров не только в Узбекистане, но и в Центральноазиатском регионе.
На этой площадке у нас расположены несколько ядерно-физических объектов. Это основной наш объект, ядерный реактор ВВРСМ мощностью 10 мегаватт, циклотрон, гамма-установка облучательская кобальт-60, электронный ускоритель, генератор нейтронов для 14-мерных нейтронов. И вот эти все установки, можно сказать, что на одной площадке компактно расположены и имеем весь арсенал ядерно-физических излучений, нейтроны, и тепловые, и быстрые, ускоренные электроны, и протоны, и гамма-излучения, что позволяет провести комплекс ядерно-физических исследований в нашем институте. Также вот имеются научные лаборатории с измерительными оборудованиями. Значит, вот, как я сказал, первый пуск был реактора в 1959 году мощностью 2 мегаватта. После модернизации 70-х годов его мощность увеличили до 10 мегаватт. После первой конверсии с 90% на 36% перевели наше топливо с обогащением урана по 35-му. Потом вторая конверсия в 2000-х годах, и после этого сейчас реактор полностью работает на топливе с обогащением ниже 20%. В 2000-х годах была ряд модернизаций нашего реактора. Вообще-то с самого начала идет эта модернизация. И вот в последние годы при поддержке МАГАТЭ мы полностью заменили систему электроснабжения, систему СУС, управления, контроля управления реактором, систему радиационного мониторинга, полностью заменен пульт управления реактора. Здесь участвовали и МАГАТЭ, и Департамент энергетики США. Вот с помощью мы полностью заменили пульт управления реактора. Модернизирован второй контур охлаждения реактора. И сейчас проводятся работы по замене насосов первого контура реактора. Практически можно сказать, что со старого реактора ничего не осталось. Полностью, кроме центрального бака опорной решетки, все уже практически заменено. С помощью МАГАТЭ и Евросоюза, ДОИ, вот, Департамент энергетики США, мы вывезли все отработавшееся топливо с территории Узбекистана в компанию «Маяк», в Российскую Федерацию в начале 2000-х годов. Сначала с Института ядерной физики, и потом с реактора компании «Фотон». Ну, мало кто знает, что в Узбекистане было не один, а два реактора, кроме нашего реактора ВВРСМ. Также в компании «Фотон» был жидкосолевой реактор, работающий на растворе урана. Вот. Увеличение мощности реактора позволило наладить на базе реактора производство радиоизотопной продукции. На сегодняшний день в институте производится более 15 радиоизотопов и более 20 готовых к использованию радиофармацевтических препаратов на базе этих изотопов. Здесь вот красным показаны те изотопы, которые мы сейчас производим и продаем, как внутренним клиникам, так и на экспорт. А темными имеются разработанные технологии, но на сегодняшний день их производство еще не налажено. Вот. Свою продукцию мы экспортируем в 15 стран мира, ну, кроме Австралии, по-моему, во все континенты мира мы имеем своих импортеров, мы туда поставляем, и на общую сумму $6 миллионов экспортируется, и на несколько миллионов долларов импортозамещения поставляем в местные клиники Узбекистана наши радиофармацевтические препараты. Кроме радиофармпрепаратов, в институте проводятся работы по окрашиванию природных полудрагоценных камней, топазы, аквамарины, турмалины. И вот в
до сегодняшнего дня 20 тонн топазов нами облучено, и 15 тонн уже отправили заказчикам. На базе ускорителей электронов и гамма-установки проводится стерилизация радиационных медицинских изделий и радиационная обработка различных радиодеталей, пластиковых изделий, твердых сплавов и так далее. Вот такой комплекс является единственным на сегодняшний день в Узбекистане. Также в институте имеется комплекс очистки жидких радиоактивных отходов. Имеется 6 резервуаров по 300 кубометров, это 1 800 000 литров жидких радиоактивных отходов собирается и периодически очищается от радиоактивности до состояния питьевой воды. Кроме жидких радиоактивных отходов, в структуре института имеется предприятие по захоронению твердых радиоактивных отходов. Это тоже является единственным такого рода учреждением в республике. Это находится где-то порядка 60 километрах от Ташкента. В охраняемой зоне проводится захоронение радиоактивных отходов. Кроме этого, мы участвуем в различных международных коллаборациях, в ЦЕРНе, OIC и различных других коллаборациях. На сегодняшний день мы сотрудничаем с более чем 40 университетами и научными центрами более 15 стран мира. Вот этот реактор, о котором я говорил, предприятие «Фотон», жидкосолевой реактор. Этот реактор был остановлен в 2015 году, начали его декомиссию, и в 2019 году перевели его в такое состояние. Это фотография в феврале, уже в апреле там было состояние зеленой лужайки. И вот, в общем, резюмируя, можно сказать, что Институт ядерной физики имеет компетенцию и опыт в проведении фундаментальных прикладных работ в области ядерной физики и различных смежных областей, по сооружению, эксплуатации, модернизации и декомиссии, вывода из эксплуатации радиационных и ядерных установок, по разработке и внедрению различных ядерных технологий, подготовке кадров в этой области, по обращению с радиоактивными отходами. И это позволяет нам сказать, что Узбекистан, если хоть и является новичком в ядерной энергетике, но в ядерных технологиях имеет колоссальный опыт, многолетний, десятилетиями, вот почти 70-летний опыт работы с ядерными установками. Это, вот, в завершение могу сказать, что сотрудниками нашего института издана такая книга пятитомная «Ядерные технологии» на узбекском и русском языках. Мы сейчас уже выпустили еще и мультимедийный вариант этой книги. И сейчас проводится работа по переводу на английский язык. Как я знаю, такого рода пятитомная книга по ядерной технологии в мире больше не существует. Это первый опыт создания такой книги. Спасибо за внимание. Если будут вопросы, могу ответить. Спасибо. Все, спасибо большое. Это действительно было очень интересно. И я думаю, немногие знают, что есть у нас такие цифры, есть у нас такие достижения. Я хотела бы дать слово Сергею Громову, как раз-таки рассказать тоже про опыт Росатома в этой сфере. И, наверное, было бы очень интересно, потому что мы были тоже в Москве, были на Российской энергетической неделе. И действительно, в ряде встреч мы были действительно удивлены тоже тем же широким спектром ядерных технологий, которые имеют свое неэнергетическое применение. Прошу вас. Спасибо, Надира Ахмедовна. Коллеги, всем добрый день. Я понимаю, здесь сейчас остались самые стойкие. Нас немного, но я думаю, что будет интересно. Немножко как бы разбавлю своим выступлением. Надеюсь, что это выступление будет тоже полезным и познавательным. Сейчас коллеги покажут, значит, презентацию, и я хочу вам рассказать о, значит, неэнергетическом применении наших ядерных технологий и решений, которые могут внести
спасибо большое, которые могут нести значительный вклад в обеспечение технологий суверенитета Республики Узбекистан, ну и в целом других стран. Итак, коллеги, вот сегодня на выступлении Ильхом Исмаилович сказал, что у них юбилей был 65 лет, да, я со своей стороны тоже хотел бы похвастаться и сказать, что в этом году мы отметили 70-летие, значит, знаменательного события. Событие это ввода в эксплуатацию первой атомной станции, которая расположена в Обнинске. И за вот эти годы, за эти 70 лет наша компания только лишь, значит, укрепилась в технологиях, добилась больших успехов в развитии атомной энергетики. И на сегодняшний день мы помогаем и другим странам обрести этот технологический суверенитет. Если говорить об атомной энергетике, то это не секрет, что Росатом на сегодняшний день единственная компания в мире, которая обеспечивает полный комплекс сопровождения работы станции на всем сроке ее службы. Это от начала строительства атомной станции, значит, создание ядерной инфраструктуры, это поставка топлива, продление эксплуатации данной станции, ну и, соответственно, уже вывод из эксплуатации самой станции. Не буду останавливаться на этом подробно, сегодня уже много об этом говорили, также сегодня на пленарной сессии Андрей Рождественный очень много об этом сказал, но обращу ваше все-таки внимание на то, что Росатом является компанией номер один в мировой атомной энергетике, и на сегодняшний день наша доля в экспорте сооружения атомных станций составляет 88%. То есть из 25 строящихся атомных станций 22 станции строим мы. Вместе с партнерами российская атомная отрасль развивает существующие технологии и дает возможность эти технологии развить так, чтобы мы могли эти технологии использовать еще и, соответственно, в будущем. То есть более развитые технологии, соответственно. Атомная энергетика, как бы, это не только технологии в области энергетики, да, но это и другие еще технологии в области, и в первую очередь здравоохранения, и в области, значит, сельского хозяйства. Это и такие продукты, как там, изотопная продукция, это для, значит, нашей медицинской, это нашей сфере. Это и накопители для энергии, это и, значит, батареи, которые сегодня используются в электротранспорте, и многое-многое другое. Поэтому здесь на слайде вы можете, в принципе, увидеть, да, вот то, что, в принципе, атомная энергетика несет за собой. И благодаря, там, в принципе, атомной энергетике сегодня наша компания развивает другие направления. Это и ветер, и многое-многое другое, соответственно. Хотелось бы, конечно, подчеркнуть, что Росатом, будучи законодателем мод и тенденций в мировой атомной отрасли, с готовностью экспортирует технологический суверенитет в другие страны. Перейдем к следующему слайду. Так, тут, конечно, я бы хотел отдельно остановиться на технологиях в области ядерной медицины. Росатом на сегодняшний день входит в пятерку крупнейших мировых поставщиков сырьевой и изотопной продукции, применяемой в диагностике и лечении онкологических заболеваний. В настоящее время в Обнинске, как раз таки, где и зародилась атомная энергетика, мы строим новый завод по производству изотопной продукции, который позволит нам стать ведущим производственным предприятием в Европе, который будет выпускать, соответственно, радиофармпрепараты для диагностики и лечения онкологических заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний и неврологических.
Кроме того, это тоже не секрет, я думаю, Росатом является производителем медицинского оборудования различного плана, реализует проекты в целом центров ядерной медицины, строит, значит, сеть многофункциональных центров обработки и стерилизации медицинских изделий и продуктов питания как в России, так и за рубежом. Коллеги, отдельно бы еще хотелось бы сказать как раз-таки про наш многофункциональный центр обработки. Это очень важное на сегодняшний день направление для Узбекистана и для других стран, в которых хорошо развито сельское хозяйство. Насколько мы знаем, значит, Узбекистан ежегодно производит порядка 17-20 миллионов тонн различной, значит, плодоовощной продукции, но ее экспорт составляет всего от 3 до 6%. И с чем это связано? Связано это с тем, что на сегодняшний день есть сложности с доставкой в регионы, которые находятся достаточно далеко. Ну, продукция просто не выдерживает, да, соответствующего качества. А как раз-таки вот наш центр, который мы предлагаем, мы на сегодняшний день уже реализуем такой центр один в Узбекистане, он как раз-таки поможет существенно расширить экспортные возможности страны. Еще бы хотелось сказать о том, что Росатом сегодня готов пригласить иностранных партнеров принять участие в Международном центре исследований на базе реактора МБИР. Вы знаете, что это уникальный исследовательский реактор, который позволит проводить материалистические эксперименты, обработку новых технологий производства радиоизотопов и модифицированных материалов и многого другого. С 2022 года Узбекистан уже присоединился к этому консорциуму, да, и мы приглашаем также другие страны вступить в этот проект. Ну и в завершении своего выступления хотелось бы сказать несколько слов о решении Росатома, о таком решении, как Центр ядерной науки и технологий. В состав такого центра, помимо многоцелевого центра, значит, облучения, входит еще и исследовательский реактор, лабораторный комплекс, центр ядерной медицины и другая необходимая инфраструктура. Такой центр на сегодняшний день нами строится в Боливии на высоте практически 4000 метров над уровнем моря. И, конечно же, такой проект, он априори закладывает основу для расширения национальной атомной программы всей страны. На этом, коллеги, я буду заканчивать свое выступление. И, как мы видим там из моей презентации, в принципе понимаем, что атомные технологии сегодня это не только про энергетику, но это вообще в целом про безграничные возможности атомных технологий, которые распространяются и на медицину, и на промышленность, и на сельское хозяйство, и на другие области на самом деле. Поэтому, коллеги, мы готовы делиться этими технологиями с вами, готовы создавать с вами кооперацию. Я благодарю вас за возможность выступить сегодня. Спасибо большое. Мероприятие прекрасное, очень интересное и очень нужное сегодня не только Узбекистану, но и всем тем участникам, которые принимают в нем участие. Спасибо большое. Спасибо большое, Сергей Сергеевич. Действительно очень интересно. У нас даже получилось так, что вот на площадке как раз-таки мероприятия заинтересованные, скажем, такие ведомства, организации как раз смогли тоже найти возможность наладить диалог, да, и свое сотрудничество, что это очень радует. Следующее слово дадим Тапану Сития Дипура. Это руководитель Национального агентства по исследованиям и инновациям БРИН Индонезия. Thank you. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First, I would like to say thanks to the committee, to the Uzatom and also the Uzbekistan government for having me here representing my organization. So, can it start with the slides? Слайды, пожалуйста.
наверное, продолжим пока технически поставят слайды, и вы дальше будете уже их показывать. Okay. Okay, so actually the title of my presentation is about nuclear energy as one of the potential solution for the energy transition target in Indonesia. In particular, now we have the target of 2045, in which it is our 100th year of independence. We call it Golden Indonesia, which is the 100 years of independence. So now we have the challenges, which I present in the slide, hopefully will coming. We have the challenge. First, we need to improve our GDP, and we have 280 million people, the fourth largest population in the world. So to increase the GDP is a big challenge. In the other side, we have a commitment to combating the CO2 emission. So how to solve this problem, increasing the GDP while also keeping the CO2 emission low. So we think nuclear is one of the best solution for our target. And Indonesia actually, based on that thinking, we already decide in our long-term plan to have our initial nuclear energy application in the range of 2030 to 2034. So in Indonesia, we divide our development plan into 5 years plan. So in the next second 5 years plan, which is between 2030 and 2034, the government, we decide to have our initial utilization of nuclear energy. So we have like 10 years, so we need to learn a lot from, in this occasion, from the Uzbekistan government, in particular from the Uzatom. So actually it's my third slide, hopefully it's coming soon. So to achieve that, of course, we have two strategies. The first strategy will be, the standard strategy is to implement the vendors technology from international vendors. So we communicate, in particular our business energy entity, communicate with the many vendors internationally. Of course, Rosatom is one of them. We have many communication with Rosatom. In particular, we push our state-owned company, Indonesian state-owned company, in particular the energy state-owned company, to discuss directly with the vendor. For instance, one of this national state-owned company discuss with Rosatom, the other discuss with others. The idea is we think to have the matchmaking, the demand, the Indonesian demand, and also what can be give from the vendors technology. Basically in Indonesia, we need like giga level power plant. We need it for Java Island, we need it for Sumatra Island, and also we need for like Kalimantan Island. As maybe you heard that we plan to move our capital from Jakarta to Kalimantan. So that's 3 islands, that's big 3 islands among 17,000 islands in Indonesia might need this giga level of nuclear reactors. And it's also possible, and there are many places to implement the small modular reactors. There are many islands which need these small modular reactors, so we also interested in the level of, like, let's say like the one implement here in Uzbekistan, in the level of 50 megawatt electric. So there's many places in Indonesia. Actually, we identified there is 71 possible sites in Indonesia which are good for this kind of nuclear reactors. So that kind of discussion is going on in Indonesia between Indonesian state-owned companies with many vendors.
So that's the first strategy, and again, hopefully we can learn a lot from many OIC countries like Egypt, like Uzbekistan, Turkey, and other countries which already started make decision to include nuclear energy in their portfolio. So we have also our second strategy, in which the idea is to push and realize the in-house nuclear technology, because we do the research on nuclear energy since 50s. So we have our first research reactors is around 57. The small 3 giga reactor at that time is 100 kilowatt. And then after a decade, we made our own core reactors, 2 megawatt electrics, and we send this 100 kilowatt electric to other cities. So then we have 2 research reactors. And in 87, we have our largest research reactors. So the history is there, the experience with nuclear energy is there. So we have also R&D in development of high temperature gas-cooled reactors. So Indonesia joined since 80 in the IAEA platform called Technical Working Group on Gas-Cooled Reactors. So we plan, our second strategy is internal technology push. So we start with the demo plan, which can be used for the commercial. That's the idea. And sorry for, I hope you can imagine what I said here, but the idea of demo plan to commercialization in Indonesia, if you see, there's always 3 steps to commercialization. First, in HTGR community, high temperature gas-cooled reactor, as one built in China, the HTRPM. If you see the HTRPM, start with small HTR10, and then develop the HTRPM. It's like the second level. And at the third level, then the commercialization. In the commercialization, usually it's still grown up the power level. But now, with the ideas of small modular reactors, even micro reactors, that small 10 megawatt electric reactors actually have their own market. So it's an interesting situation, we think. So the idea is to have the demo plant, and then the same reactors can go in a commercial one. So that's our dialogue with many stakeholders internationally, national and also international. So the proposal is, now we are developing a 10 megawatt electric of HTGR, and this, actually we have also the experience based in 1215. We got the conceptual design basically from a KBM owned by Rosatom at that time, so we continue to develop from the conceptual to basic design and to detailed design. So of course, international collaboration is looking forward in this endeavor. And why we need 10 megawatt electric reactors? You can imagine Indonesia with 17,000 reactors, so, islands. So we are depend highly on diesel. So we have a large program we call de-dieselization to change our diesel with other cheap and sustainable options. So that's why 10 megawatt electric nuclear reactors might be a good solution. And the other demand is also we need hydrogen. We really also relied our industry to hydrogen. So these 10 megawatt electric reactors also can be coupled with SOEC, solid oxide electrolysis cell, to produce green hydrogen or low carbon hydrogen. So now we are looking forward to move in this second strategy to start with the demo plan, and hopefully that demo plan can move in certain scheme nationally to be a commercial for isolated communities. So it's not connected to the grid. So in general, that will be my presentation if the slide is there. So we're looking forward to have these 2 strategies, implementing and also start the pushing our internal house nuclear reactor development. Thank you very much. Thank you very much.
Действительно, благодарим, очень интересно. Но я хотела бы вернуться к вопросу регламента, иначе мы сейчас все заснем. Давайте договоримся, 5-7 минут. И сейчас у нас на связи Алякан Чевчи, это Ассоциация ядерной промышленности Турции онлайн. Мы его можем подключить? Или тогда, пока он будет подключаться, мы, наверное, передадим слово Алексею Ковалишину, это заместителю директора по ядерным технологиям Курчатовского института. Алякан, господин Алякан подключился. Да? Давайте, да, ему слово дадим, потому что он ждет нас уже больше часа. Öncelikle Türkiye'den herkese merhaba, kardeş ülkeye. So thank you for this important panel and the question today. I wish I could be there with you in person for this valuable event. However, due to previously scheduled commitment, I had to join you online. I hope we will have the opportunity to meet face-to-face at the next event. So the construction of nuclear power plants is indeed a critical topic when it comes to regional economic and technological development. The development and promotion of peaceful nuclear technologies present significant opportunities for the scientific, technological, and economic progress of Organization of Islamic Cooperation member countries. Nuclear power as a sustainable and reliable energy source not only addresses growing global energy demands, but also serves as a catalyst for regional economic growth and technological innovation. The construction of nuclear power plants significantly stimulates regional economies through direct and indirect benefits, such as employment generation, like nuclear projects create thousands of jobs across sectors such as engineering, construction, logistics, and project management by boosting both local and national employment rates, and also local industry support. So we can summarize as these projects rely on large-scale procurement of materials, equipment, and services from local suppliers by injecting billions into the local economies. And in addition, nuclear energy projects often drive infrastructure development, such as transportation networks and energy transmission lines, further stimulating economic activity. They also attract international investments, fostering growth in trade, technology, and service sectors. Nuclear power projects act as bridges for technology transfer and capacity building in host countries. They enhance local expertise in advanced engineering, project management, and nuclear science, enabling nations to develop their technological capabilities. Beyond energy, peaceful nuclear technologies have also applications in agriculture, healthcare, and environmental protection, opening doors to the growth of associated industries. Nuclear energy enhances energy security as a cornerstone of sustainable industrial growth. By fostering regional cooperation through supply chains, joint ventures, and shared expertise, these projects pave the way for stronger regional trade networks and collaborations. During construction, as an example, Baraka Nuclear Energy Plant in United Arab Emirates created over 20,000 jobs and significantly boosted the local supply chain as a showcasing the economic potential of such projects. And Akkuyu Nuclear Power Plant stands as a flagship project for Turkey, driving industrial growth, technological innovation, and regional economic development. Beyond energy production, Akkuyu is also transforming Mersin province by improving infrastructure, creating skilled jobs, and fostering the growth of local businesses. Major upgrades have been made in Silifke and Gülnar municipalities, including new roads, around 49-50 kilometers, motor junctions, and bridges along Mersin-Antalya route. Two quays within the MPP construction area have optimized the delivery of heavy equipment, while the cost of transport infrastructure investments has reached around more than $200 million.
The growing commercial activity and purchasing power in the region, driven by the construction and operation of the plant, are stimulating the real estate market as well, hotel businesses and construction industries. This also creates demand for building materials, equipment and related services, fostering new opportunities for local enterprises. According to Rosatom, one job at a nuclear power plant generates 10 additional jobs in related industries. Akkuyu has also increased the prestige of technical education in the region, encouraging the development of local training systems to support the growing need for skilled professionals. And our association, the Nuclear Industry Association of Turkey, is a key advocate for advancing nuclear energy in Turkey and beyond. Our association also focuses on promoting peaceful nuclear technologies to address global energy challenges while supporting sustainable economic growth. By fostering collaboration with international partners, including OIC member countries, our association plays a pivotal role in facilitating knowledge exchange, capacity building, and technological innovation. Nuclear Industry Association proudly represents 25 member organizations, a combined workforce of more than 16,000 employees, and an annual turnover exceeding $1.5 billion. So these also member companies span various industries critical to the development of nuclear energy, creating a robust ecosystem to support Turkey's nuclear ambitions and contribute to the country's broader economic goals. So investing in nuclear energy offers transformative opportunities for OIC member countries. Beyond providing sustainable energy solutions, nuclear technologies drive economic growth, foster scientific advancement, and enhance regional collaboration. By embracing these opportunities, OIC nations can secure their place in the global energy landscape and accelerate their technological and economic progress. In summary, nuclear power projects are far more than energy initiatives. They are engines of economic growth, technological advancement, and regional transformation. By investing in such initiatives, countries can secure long-term energy independence, foster innovation, and create substantial commercial momentum that benefits the entire region and the entire world. Thank you very much for listening to me. Thank you very much, господин Алиакан. Действительно было очень интересно и очень хорошие идеи были выдвинуты. Следующему нашему спикеру как раз дадим слово. Алексей Ковалишин, заместитель директора по ядерным технологиям Курчатовского института. Слышно? Спасибо большое за приглашение. Очень приятно быть здесь, в Узбекистане, на этой конференции, тем более, что между Россией и Узбекистаном существуют десятилетние, если не столетиями измеряющиеся контакты, в том числе и в научной сфере. Я попозже об этом скажу. А я хотел бы вас немножко познакомить с направлением развития или перспективой развития российских ядерных технологий. Если атомный проект, все мы себе представляем, что это такое, который дал начало и новой отрасли ядерной энергетики, и очень много дал толчок развитию смежных отраслей промышленности, то та программа развития гражданских российских ядерных технологий сейчас у нас носит такое неофициальное название «Атомный проект 2.0». И я считаю, что узбекским коллегам нужно бы познакомиться с этой программой. Я сейчас попытаюсь за 5-7 минут в рамках регламента быстро об этом сказать. Если будут какие-то вопросы, готов ответить уже после. Значит, действительно, Россия сейчас мировой лидер в ядерных технологиях, но мы очень хорошо осознаем, что если так все и оставить, то это лидерство может довольно быстро закончиться, потому что очень много вызовов, и все время нужно вперед, отвечая на эти самые вызовы.
Ну, например, все вы знаете, что за последние 30 лет доля ядерных технологий в электроэнергии уменьшилась в 2 раза, с 20% практически до 10%. Большими темпами развиваются зеленые технологии, ветряная энергетика, солнечная энергетика, причем такими масштабами, которые, в общем, ну, действительно, мы видим, что это вызов. Значит, что мы предлагаем? Ну, во-первых, это эволюционное развитие основных аппаратов ядерной энергетики, которые не только в Российской Федерации, но и во всем мире. Это реакторы на легкой воде, ВВР российского дизайна или PWR это западного дизайна. Следующий реактор, значит, следующий это ВВРС со спектральным регулированием, буква С здесь обозначает. Это несколько такой новый принцип регулирования без участия борного поглотителя, а просто меняя спектр нейтронов. Это позволяет немножко экономить на топливе. Такой реактор сейчас сооружается, не сооружается, проектируется, и предполагается, что встанет он на Кольской атомной станции. Следующее поколение – это легководные реакторы с водой при сверхкритическом давлении. Это то направление, куда сейчас уже пришла традиционная энергетика на воде, на органическом топливе. Они позволяют существенно снизить капитальные затраты, они позволяют повысить КПД и быть более конкурентоспособными, потому что значит, основная проблема ядерной энергетики – очень высокие капитальные затраты. С ними нужно что-то делать. Дальше это линейка водяных реакторов, которые пришли к нам из ледоколов или из флота. С одним из них вы очень хорошо знакомы, это ритм, мощностью около 50 мегаватт электрических. Следующий, чуть поменьше, это реактор «Шельф», около 10 мегаватт. И наиболее перспективный, на наш взгляд, это реактор «Елена». Это тоже водоводяной реактор, такой микрореактор, который в основном производит тепло и электроэнергию методом прямого преобразования. Место для вот этих реакторов, особенно «Елена», мы видим вдоль Северного морского пути, где примерно те же проблемы, что и в Индонезии. Туда нужно доставлять топливо, причем время доставки топлива – это северный завоз, несколько месяцев в летние месяцы. Завести надо на весь год, и там вот эта малая или микроэнергетика, она очень конкурентоспособна. Потому что конкурировать приходится с очень дорогостоящим топливом, которое нужно доставлять куда-то. Дальше. Ну, все вы знаете, что тот уран, который находится у нас, который мы добываем, там только 0,7% хорошего урана, 235-го. А 99,3% это уран-238, который является сырьевым. Вот вся существующая атомная энергетика работает на этом уране-235. Запасы его оцениваются ну, в несколько десятилетий, может быть, столетия. И если мы говорим об устойчивом развитии и опираемся на атомную энергетику как энергетическую технологию, то так или иначе нам надо вовлекать в топливный цикл вот этот сырьевой уран-238. Это тоже понятно, как сделать, да, через развитие быстрых реакторов на быстрых нейтронов. Значит, сейчас в мире работают 2 реактора на быстрых нейтронах, это ну, промышленные имеются в виду, это БН-600, БН-800, оба они находятся в России. И сооружается такая уникальная установка Брест, опытно-демонстрационный блок, это быстрый реактор на свинце. Эти реакторы обладают, ну, для неспециалистов, практически магическими такими свойствами, они производят топливо больше, чем потребляют. То есть, если мы кладем туда значит, уран вместе с плутонием, то выгружаем оттуда плутония больше, чем мы туда положили. Вот за счет этого свойства
этих быстрых реакторов, удается расширить сырьевую базу атомной энергетики в 140 раз. То есть не только уран-235 сжечь, а сжечь и уран-238, которого в 140 раз больше. Ну, вот посчитайте, если оценка урана-235 это там, пусть там 50 или 100 лет, вот умножаем это на 140 раз, это действительно основа устойчивого развития. Но она возможна только тогда, когда мы запустим так называемый замкнутый топливный цикл и будем широко использовать реакторы на быстрых нейтронов. Пока эта технология есть, но пока с экономической точки зрения она не очень привлекательна. Дальше еще одно направление, которое я хотел бы обозначить, это не электрические применения ядерной энергетики. Потому что сейчас 99 и больше процентов мировой ядерной энергетики – это электричество. А электричество, надо сказать, что это наиболее конкурентный товар. То есть если вы посмотрите на цены, как менялись цены там, на автомобили, на дома с начала 20 века по сегодняшний день, вот в номинале все выросли. Да? Там Ford T стоил $700, сейчас стоит там 70 тысяч. А киловатт-час электроэнергии как стоил тогда в районе там 70 центов, так стоит и сейчас. То есть это наиболее конкурентная область экономики. Но, с другой стороны, для атомной энергетики нужны области, которые обладали бы очень такой капиталоемкостью. Вот одной из таких областей – это производство водорода, дальше производство на его основе аммиака и азотных удобрений. И в этом направлении мы тоже движемся. Значит, проектируется ВТГР, реактор, высокотемпературный газоохлаждаемый реактор, чей основной продукт – это тепло высокопотенциальное, водород, аммиак и дальше карбамиды. То есть это позволяет ядерной энергетике включиться не только в область электроэнергетики. Ну и последнее направление – это реакторы, которые связаны с переработкой отходов самой же ядерной энергетики. Вот здесь упоминался реактор, который был создан в Узбекистане почти 50 лет назад. Это так называемый жидкосолевой реактор или реактор-мусорщик. Вот эта технология затевалась тогда еще, а сейчас, видимо, пришло время, потому что разработаны материалы, и реактор такого типа пущен в Китае, собирается пустить в США, и сооружается он сейчас в России тоже. Мы видим основное предназначение этих реакторов – это сжигание наиболее проблемных отходов ядерной энергетики, минорных актинидов. Ну и значит, еще хочу сказать, что в эту же программу включена термоядерная энергетика, конечно. В Курчатском институте 2 года назад заработал токамак Т-15МД, современный российский токамак, который является основой российской термоядерной программы. И неофициальное название вот такой ТИН-0, то есть термоядерный источник нейтронов. Предполагается, что если по каким-то причинам, значит, либо экономически невыгодно будет, либо технологически что-то не получится с быстрыми реакторами, то можно использовать термоядерный источник нейтронов, термоядерный, даже не реактор, потому что нам от него нужны не энергия, чтобы он производил энергии больше, чем забирал, а давал нам нейтроны, с помощью которых мы можем облучать либо торий, либо уран-8, и вовлекать его, значит, через ядерную энергетику опять же в оборот. То есть получается такая ядерно-термоядерная энергетика, которая позволяет нам существенно расширить ресурсную базу ядерной энергетикой. Ну и последнее – это фундаментальная наука, которая, безусловно, нужна, и без нее никаких прорывов не случается. И то, что мы от нее ожидаем, это разработать технологию трансмутации. Потому что основное, что боится население при сооружении, здесь это неоднократно говорились, это радиоактивная, такая почти рациональная радиоактивная опасность. Так вот, если мы научимся каким-то образом снижать периоды распада значит, продуктов деления, так, чтобы они составляли там не тысячи, миллионы лет, а там несколько десятков, то в этом случае преимущества ядерной энергетики будут очевидны просто для всех.
Все, спасибо. Спасибо большое. Действительно очень интересно. Я думаю, вообще для вот этой сессии надо делать отдельную конференцию, в которой сидите и обсуждать все эти нюансы. Передам слово нашим дамам. У них действительно очень интересное направление – это ядерная медицина. Поэтому, наверное, начнем с госпожи Сахейр Кора, которая расскажет, а дальше продолжит наша госпожа, это Хеба Алкамей. Они действительно занимаются по этому направлению исследованиями, и действительно очень интересное направление у них. И здесь я хотела бы сказать, да, вот какие есть барьеры и какие есть перспективы. Вот, если вы расскажете. My talk? Okay. Where is my presentation? Okay. Okay. I thank the organizing committee for inviting me here to attend this important conference. And I would like to thank my fate also that I have been working in the radiation and nuclear technology, and I witnessed how much nuclear technology is important for the daily life. Nuclear technology in Africa has been used for securing food and for securing water resources, for environmental monitoring, and for various aspects of life. It is also important in health. We all know it is important for the diagnosis and for the treatment of cancer by radiopharmaceutical and nuclear medicine. However, today I am to speak about the use of nuclear technology or radiation technology in tissue engineering. Actually, this was a project, a cooperation research project under the IEA, and we work in order to find tissue substitute by involving polymers and by involving and growing on them cells. We all know hear about the stem cells. So we will grow the stem cells on this scaffold in order to make a tissue substitute. As we all know that organ transplantation is used in the treatment of many deliberate diseases. However, it has a lot of disadvantages. The patients will wait long for the organ to be transplanted. There are also ethical issues that have evolved from this organ transplantation issue. And the patient will live all his life on immunosuppressive drugs that can cause infection and can cause malignancies. So tissue engineering offers the potential solution by the combination of biodegradable mechanically a strong scaffold made of polymers and growing on them stem cells taken from the bone marrow of the patient or from the adipose tissue, or can be taken from the mother's umbilical cord. And one of these characteristics is that it should resemble the extracellular matrix in which the cell usually grows. So so how can radiation technology help in this aspect? In the manufacturing of the biodegradable polymers, by grafting, degradation, and cross-linking, radiation help us in manufacturing the scaffolds. And we have made a scaffold that in the form of nanofibers using an apparatus called the electrospinner. We will mix polycarbolactone, for example, with polylactic acid with different concentrations, and then we'll spin it by this apparatus, and we can see that we are able to produce a mesh of nanofibers on which the cells were able to grow. Also, we can use radiation technology in the sterilization. In order to have a tissue culture successful, we use a very sterile condition, work under the laminar airflow. All our equipment should be sterilized, and even when the doctor is making this transplantation, sterilization
is best by ionizing radiation. Also by biostimulation, and I will speak about this aspect at the end. We made this, the experiment, we used the nanoscaffold, and best results were shown when we treated the animal with scaffold on which mesenchymal cells were grown, and the scaffold was biolabeled with zinc nanoparticles because zinc helps in wound healing. There is something called biostimulation. Using small doses of ionizing radiation can help in the treatment of some immunosuppressive diseases like rheumatoid arthritis. We also find that people who are undergoing cardiac catheterization and are exposed to low doses of X-ray, their stem cells become stimulated, and the cells which are specific in the repair of the arteries are increased in their bodies. We made an experiment. We took blood from people who have atherosclerosis and ischemia in their legs, and we exposed this blood to low doses of ionizing radiation, and we could find that the stem cells that are responsible for the repair of the arteries have increased. So ionizing radiation is very important in many aspects in our life, and radiation technology is the imperative solution for our lives. Thank you. Тогда следующее слово дадим как раз в этой тематике Хеба Алкамей, университет Аль-Асхар, Египет. Please. Давайте начнем пока. Okay. First, thank you for inviting me for this conference. My presentation is under the title of Bridging Gaps in Nuclear Medicine Development in Global South Countries, focus on the applications of radiopharmaceutical in diagnostic imaging and targeted therapy. Nuclear energy is an energy that is remain an attractive option in some country and region where the growth of energy demand is rapid. Moreover, nuclear medicine, which is one of the nuclear energy technology, is a diagnostic medical imaging using such as the PET-CT scanner, and also a treatment that use radioactive tracer, which is a radiopharmaceutical, to assess body function and to diagnose and or treat and some of these radiopharmaceuticals such as iodine-131 and lutetium-177, and soon will be actinium-225. The practice of nuclear medicine in the Middle East region has experienced an important growth in the last 2 decades and become important in providing health care to the region population of about 395 million people. In most point of view, radiotherapy is very dangerous than chemotherapy. But when we talk about radiotherapy, it is a target therapy with a low side effect, while chemotherapy is not a target therapy, and it also has high side effect. However, although this benefit of nuclear medicine remains that the global South countries, that are the countries of Africa and Middle East, access to nuclear medicine is often limited. Because of insufficient infrastructure, lack of financial support, and lack of personalized person. So introduction of new radiopharmaceutical and radioisotopes in these global South countries assist in the advancement of nuclear medicine in these countries. The radioactive isotopes have been divided according to their type of production.
First reactor produced medical radioisotope, such as iodine-131, which has been used in the treatment of thyroid gland cancer, and lutetium-177, which has been used in treatment and diagnosis of prostatic cancer. Starting treatment of lutetium since 2017, but in most development countries start using lutetium in treatment, such as Germany and France and Italy, started in 2021. Cyclotron produced medical radioisotope, such as iodine-123, which is used in nuclear medicine imaging and also used in thyroid gland scan, and oxygen-15, which is used for studying oxygen metabolism and the blood flow in human. So, in these global South countries, collaboration with organizations like IAEA and the World Health Organization aim to strengthen nuclear medicine practice and infrastructure. We are going to take a case study, which is Egypt, which is one of the global South countries and is the IAEA member state since September 1957. In 2018, the stability of Egyptian research reactor is being strengthened. The IAEA supported the installation of the device in the second research reactor in Egypt. The existing research reactor design has potential to increase the production of radiopharmaceutically, especially molybdenum-99, to diagnose and treat disease. Nowadays, the existing second research reactor is able to produce molybdenum-99 and technetium generator and iodine-131. This radioactive isotope that has been produced by the second research reactor in Egypt, its production has been increased, and Egypt become one of the exporters of this radioactive isotope. And we start exporting this radioactive isotope to some countries in Africa and other rather than Africa, such as India and Bangladesh, and there is a project with Brazil and China. Egypt also started to use lutetium-177 in the treatment of prostatic cancer. Now, there will be a high collaboration between the government in Egypt and the Egyptian Atomic Energy Authority to provide this kind of treatment with a low cost, with approximately 30 to 40% from the real cost. The health minister in Egypt start to collaborate with Egyptian Atomic Energy Authority to decrease the cost of treatment with lutetium-177. And moreover, collaboration between Egypt and some neighboring countries such as Saudi Arabia and United Emirates to allow the patient to come to Egypt to be treated with lutetium-177, as its cost in Egypt is more reasonable comparing to other countries. Thank you. Thank you very much. Тогда, наверное, сразу дадим слово Наташе Павичевич, менеджер, да, если вы поправите. Да. Давайте я все-таки на английском буду говорить, так и готовилась. А у меня презентация будет? Не будет? Будет? Okay, so I'll talk in English because I was preparing the presentation in English and I hope it will appear soon. Actually, I'm working for a Sigma Group. That is a company in the Czech Republic that is more than 150 years old. There, we are supplying pumping equipment for the nuclear power plants. And I'm actually coordinator of the projects, manager of the projects of supplying these power pumps, different kind of pumps, cooling system pumps, water feeding system pumps to nuclear power plants. And at the moment, I'm leading projects of supplying pumps to Akuyu, to Kurska, to Bangladesh, Rupur, etc. And there are many projects that we are working on. And one of the projects, one of the, demands that we are facing is demands in Slovenia and in Serbia. And in Slovenia, we are also supplying pumps, spare parts for nuclear power plant. But in Serbia, we are just supplying pumps for agriculture and just, random kind of equipment. And it made me to think, why is it like this and why there is a difference? Because if we take a case of Slovenia and Serbia, those two countries actually 30 years ago were one country. They were Yugoslavia.
And since they separated and went their different paths, their actually development and their economic growth actually differed, totally differed. And I made a research based on actually nuclear impact and having nuclear power plant in their country, how it improved or how it impacted the growth and development of the countries. So in Slovenia, they have a nuclear power plant Krško. This nuclear power plant was connected to the grid in 1981, and it has 2 loop pressurized water reactors, and it's still working. In Serbia, on the other hand, even though, again, it was one country, they had only a research institute of nuclear sciences, and this one was, even though it was established in 48 of the last century, it was closed due to accident that they have while researching. Serbia is actually also, like Uzbekistan, has its natural resources of uranium, but due to this accident, when they tried to develop and to enrich their own uranium and people got radiated, the whole program was closed, and the research reactors actually were shut down. So, since then, since 30 years ago, Serbia has a moratorium on not having nuclear power plants, not having any nuclear facilities, while Slovenia has its own nuclear power plant and it's developing in that sense. So if we compare them, I told you that they were both part of the same country, Yugoslavia. They're in Southern Europe. The area of Slovenia is 3 times smaller, as you can see on the slides, than Serbia. Population of Slovenia is also 3 times smaller than population in Serbia, but other economic indicators are way much better in Slovenia, and there is a direct influence on having actually access to the nuclear technologies in that. So if you see unemployment rate, it's smaller, 2.5 times than in Serbia. Average income, you see, is per year is $30,000, while in Serbia it's only $10,000. Energy production capacity, CO2 emissions in Slovenia are way much less than in Serbia. Infrastructure more developed, again in Slovenia than in Serbia, and GDP per capita again is one of the best in EU. Also, one important economic indicator is brain drain. You would say that small countries such as Slovenia would have a bigger brain drain than just index of 3.6, and that there is no possibilities to grow. But actually, due to the fact that Slovenia had this nuclear power program, brain drain was not that present. While in Serbia, again, we have really high brain drain, which is 6. If you go to the total energy supply and its evolution since 2000, we can see that Slovenia is, of course, dependent on oil, but also has diverse energy supply, while we have Serbia that is totally not totally, but almost 50% dependent on coal. And electricity. In Serbia, there is almost 60% electricity that is generated from coal, while in Slovenia you have energy mix, and coal is not that, okay, there is 20% dependence, but it is not that high as it is in Serbia. In Slovenia, 30% of energy produced is actually electricity produced is nuclear electricity. And moreover, they supply 15% of Croatia's electricity also from their nuclear power plant.
Having this nuclear power plant actually helped Slovenia to have energy mix and also to be a green country. It is one of the first greenest countries in the world. As you can see, the Dutch Netherlands-based organization has proclaimed it as one of the first green countries, while in Serbia, where we have coal and where we have electricity based on coal, we have pollution. It's not renewable energy, as you know. There is a pollution of habitat, there is a pollution of water, and the capital of Serbia, Belgrade, is every winter proclaimed to be one of the most polluted cities in the world. Every year, 15,000 deaths are registered to be due to pollution. So in my conclusion, I would say that if you compare all of the factors and all of the indicators that the country can have, Slovenia is doing very much better, actually thanks to having opportunity to use nuclear. When we talk about Serbia, we always say that this country has high-skilled workers, but in humanitarian sciences, while Slovenia is always about engineers. But that is, again, because as we know, everyone, nuclear is not only having a power plant, it also has, you have new job opportunities, you have high demand for high-skilled working force. This high-skilled working force, of course, attracts a lot of foreign investments, and by this you grow and you develop the whole economy. Serbia, on the other hand, did not have this opportunity because of this moratorium that was up to it 30 years ago. Today, what is the situation is that Slovenia is about to have 2 nuclear power units. They're planning in 2025 to start the program of building 2 more units, while Serbia finally, just 5 days ago, lifted up moratorium, and now they're finally going to start to develop and to start their nuclear program. But this is also not 1 day or 2 days process. This process is going to be really long, so it will need more or less 20 years to be in the place where Uzbekistan is right now. So with this presentation, I actually wanted to highlight how important it is that Uzbekistan already has and already has developed partly its nuclear program, and how good it will be for its economy to have power plants. On the end, I would like to say that I choose Slovenia and Serbia because even though they're not countries of Organization of Islamic Cooperation, both of those countries have a significant population, Islam population, and especially in Serbia, the population, Islamic minorities are very present in governance. So maybe this attendance of Uzbekistan in the nuclear program, world nuclear program, will maybe in that sense connect also to Serbia. Thank you for your attention. Thank you very much. Действительно, Наташа, было очень интересно, действительно хороший сравнительный анализ, поэтому я хочу пожелать всем нашим спикерам удачи предстоящего Нового года, да, завершения этого года, и предлагаю начать следующую сессию сразу. Все, мы завершаем нашу сессию и передаем слово следующему модератору.